Только подумайте, каждый раз, когда вы, например, лжете, вы исполняете желание Бога или дьявола. Каждый раз, когда вы прелюбодействуете, вы исполняете желание Бога или дьявола. Каждый раз, когда ты крадешь, ты видишь деньги на столе, ты смотришь налево, направо, никто не смотрит, поэтому ты берешь их и кладешь в карман. Ты исполняешь желание Бога или дьявола? Как мы можем исполнить желание дьявола? И в то же время претендовать на то, чтобы быть детьми Божьими. Выбор, который мы делаем, определяет, кем мы являемся перед Богом. Это сообщение не слишком осуждает нас и заставляет нас чувствовать себя плохо. Это послание для того, чтобы мы увидели истину, и истина освободит нас. Тот, кто слеп, но не знает, что он слеп, никогда не увидит. Другими словами, если грешник не знает, что он грешник, он никогда не перестанет грешить. Если вы не знаете, что то, что вы делаете, неправильно, как вы собираетесь это остановить? Нам, детям Божьим, дано право выбора. Право выбора между правильным и неправильным. Право выбора между светом и тьмой. Право выбирать между вещами духа и вещами плоти. Аминь. Много раз, когда мы чувствуем давление на работе, дома, с окружающими нас людьми, с друзьями, что-то происходит, и мы чувствуем, что нас обидели. Что-то произошло, и мы чувствуем, что с нами обошлись несправедливо. Что-то происходит, и мы чувствуем, что все против нас, поэтому мы набрасываемся. Начинаем драться со всеми, наш муж, наша жена. Мы боремся с нашей церковью. Мы ссоримся с нашим боссом на работе. Если мы боссы, мы боремся с нашими сотрудниками. Мы начинаем стрелять в них. И все это для того, чтобы выплеснуть нашу злость. Оправдание — это причина, подлинная или ложная, который мы приводим, чтобы объяснить или защитить свой проступок. Если вы придете в суд, и судья спросит вас, почему вы убили свою жену, вы скажете: вы правы, ваше благородие, я убил ее, но я любил ее. Я любил ее, поскольку за ней ухаживал кто-то другой. Я не хотел, чтобы она принадлежала кому-то еще. Я думал, что должен убить ее, чтобы она навсегда осталась мне верной. Именно это и сделал царь Саул. Он дал оправдание, он дал повод объяснить и защитить свой проступок. Бог призвал многих из нас выполнять Его работу. И в силу окружающих нас обстоятельств мы начали заниматься бизнесом. Мы начали бизнес. Мы открыли магазин, он провалился. Мы открыли еще один магазин, который тоже провалился. Тогда мы удивляемся: Господи, почему все идет не так? Вы забыли, что Бог дал вам наставление в праведности и сказал вам служить Ему. Он сказал вам, что хочет, чтобы вы выполняли Божью работу. Но, Господи, у меня не было достаточно денег, чтобы поесть, чтобы прокормить свою семью. Что я должен был делать? Оставить их голодными. Это означает, что когда Бог дает вам наставление в праведности, вы должны следовать Ему буквально. Адам и Ева тоже оправдывались, и мы видели, что с ними произошло. Теперь за это платят всем. Почему ты съел плод, Адам? Господи, я не виноват. Женщина, которую ты мне послал, она дала мне его. Ева, почему ты съела плод и еще дала его своему мужу? Господи, это не моя вина. Змея, которую ты создал, обманула меня и дала мне плод. Ты, змей, зачем ты их обманул?
Господи, если бы они действительно были твоими детьми, как они утверждали, они должны были быть осторожными. Они должны были поступить правильно. У всех есть оправдание. Что должен был сказать Бог? Поистине это моя вина, что я всех вас создал. Это моя вина, что я создал змею, Адама и Еву. Я виноват, что запретил тебе есть этот плод, познание добра и зла. Они пытались доказать, что Бог ошибается. Если Он позволял им говорить больше, они уже делали это косвенно. Адам сказал: это женщина, которую ты дал мне. Ты с большой буквы. Ты, о Боже! Ты дал мне эту женщину, и она заставила меня слушаться тебя. Теперь давайте посмотрим, кто тот человек, о котором Бог сказал, что Он нашел человека по сердцу своему. Мы все знаем историю о царе Давиде и прекрасной Версавии. Подумайте об этом. Давайте сравним то, что сделал Давид, и то, что сделал Саул. Чей грех был самым страшным? В этом заключалась разница между царем Саулом и царем Давидом. Каждый раз, когда царь Саул совершал ошибку, он оправдывал ее. Он дал причину, подлинную или фальшивую, чтобы объяснить или защитить свой проступок. С другой стороны, каждый раз, когда царь Давид совершал ошибку, он не пытался не оправдаться, не дать повод объяснить и защитить свой проступок. Единственное, что он говорил, было: «Я согрешил перед тобой, Господи. Господи, помилуй меня, я грешный». Слушай внимательно. И царь Давид, и царь Саул согрешили. Оба ошиблись. Одного наказали, а другого осудили. Никто не совершенен на этой земле. Никто. Иисус Христос единственный совершенный. Есть проклятие несовершенства. Он преследует людей с момента грехопадения Адама и Евы. Если на нас обрушится проклятие несовершенства, мы обязаны исповедоваться перед Богом и получить Его милость. Извлечь из этого урок и продолжать расти. Все люди падают, но великие поднимаются.